Всем добрый день, это компания Vinteo, меня зовут Руслан. В сегодняшнем видео я расскажу о новом функционале сервера VKS Vinteo. Он называется оптимизация подбора разрешения. Новый крутой функционал от Vinteo, который направлен на то, чтобы снизить потребление ресурсов сервера VKS, а также снизить нагрузку на сеть. Эта настройка появилась вот здесь, в настройках конференции, в самом низу. Вот она. У нее есть три варианта, когда настройка включена, минимальная и выключена. Если настройка включена, это говорит нам о том, что этот функционал будет управлять разрешением, которое идет от клиента на сервер. Вот оно. Данная настройка включена по умолчанию. Давайте перейдем в конференцию. Здесь присутствуют мои коллеги, которые согласились помочь мне в демонстрации. Дмитрий и Юрий. Мы подключились с Vinteo Desktop и браузеров. У всех нас в настройках камеры стоит разрешение авто. Вот оно. То есть сервер будет запрашивать необходимое ему для формирования мозаики разрешение от клиента. Соответственно, какой у нас принцип построения размерности раскладки в конференции? Она берется по наибольшему из разрешений, которое идет от сервера к участнику, и, следовательно, вся раскладка у нас сейчас имеет размер HD. Вот он. Из этого расчета мы уже можем вычислить, какой размер у нас будет занимать то или иное окно. Соответственно, мое окно, в котором я сейчас нахожусь, как лектор, это приблизительно 2/3 от HD. Причем что в высоту, что в ширину. Здесь даже визуально это видно, что всего на раскладке условно 3 клетки в высоту и 3 в ширину. И мое изображение как раз занимает 2 клетки в высоту и 2 клетки в ширину. Ну а маленькие окна, в которых сейчас находится Дмитрий и Юрий, это около 1/3 от HD. Итак, когда участник с маленькой раскладки становится лектором или хочет стать лектором, то есть он становится кандидатом в лекторы, когда начинает что-то говорить, он пытается занять вот эту большую панель на раскладке. Его разрешение увеличивается до размеров этой панели. То есть если сейчас Дмитрий начнет что-то говорить, он станет кандидатом в лекторы. И еще не заняв позицию лектора, его разрешение, вот это, увеличится до размеров панели лектора. Его разрешение подготавливается до помещения его на панель лектора для того, чтобы заранее обеспечить должное качество картинки. Вот сейчас, если Дмитрий начнет что-то говорить, Дим, пожалуйста, скажи пару слов. Здравствуйте, здравствуйте. Как меня слышно, как видно? Да, слышно тебя хорошо. Угу. И вот мы видим, что разрешение сменилось, подготовилось, и вот Дмитрий стал лектором уже с разрешением в 2/3 от HD, примерно в 2/3. Еще одна классная фишка здесь. Я начал говорить. Вот я снова стал лектором, Дмитрий сместился с позиции лектора, но разрешение Дмитрия осталось таким же, каким оно было, когда он был лектором. В чем здесь суть? Логика следующая. Система думает, вот Дмитрий сместился с позиции лектора, но мало ли, вдруг он сейчас снова станет лектором, так что пока система не будет уменьшать разрешение. И все время, пока Дмитрий будет в статусе предыдущего лектора, то есть пока я говорю, поскольку я стал лектором сразу за Дмитрием, у него будет сохраняться это разрешение. И только если сейчас заговорит Юрий, то есть Дмитрий перестанет быть прелектором, у него поменяется его разрешение на 1/3 примерно от HD. Юр, скажи, пожалуйста, тоже пару слов. Да, здравствуйте, я вступаю в разговор. Вот я вылез. Вот здесь очень отчетливо видно, что у Юрия сменилось разрешение на примерно 2/3 от HD. То есть он стал лектором, сейчас я сразу стал лектором. А Дмитрий сместился с позиции прелектора, поэтому его разрешение опять стало примерно в 1/3 от HD. Кстати, еще один интересный функционал. Если, например, я лектор, вот я сейчас являюсь лектором, я говорю,
И тут Юрий или Дмитрий пытаются в разговоре вставить свои реплики. Условно, система посчитает Дмитрия как кандидата в лекторы, но лектором он так и не станет. То есть он меня не перебьет, он останется только кандидатом в лекторы. То с момента, как только он станет кандидатом, система будет удерживать поднятое ему разрешение с 1/3 HD до 2/3 HD. То есть до размера панели лектора, вот этой панели, в течение 80 секунд. Если за эти 80 секунд Дмитрий так и не станет лектором, то система снова понизит его разрешение до первоначальных значений. Отмечу, что это относится только к тем участникам, которые еще не говорили, то есть они еще не были прелекторами. Если же ты прелектор, то, как я уже говорил, твое повышенное разрешение система будет удерживать все время, пока, например, Дмитрий не перестанет быть прелектором. Еще один плюс: вся система работает с горячей сменой раскладки. То есть мы можем прямо сейчас в реальном времени зайти в раскладку, поставить ту раскладку, которую нам нравится, например, вот такую, на весь экран, сохранить. И если мы посмотрим на разрешение, то увидим, что система уже подготовилась к новой раскладке, поменяв разрешение необходимым панелям. Вот от меня, поскольку я являюсь лектором, идет HD. Юрий, поскольку он прелектор, у него тоже HD. А от Дмитрия идет маленькое разрешение, поскольку он не является прелектором и не является лектором. То есть, какую бы раскладку в процессе конференции вы не выбрали, система сразу подстраивается под новые условия. Давайте вернем предыдущую раскладку. Система автоматически подстроилась, как мы видим. Стоит отметить, что система следит не только за текущей раскладкой, но она следит за раскладками вообще всех участников. Логика здесь следующая. Вот здесь мы видим, что система опять сменила разрешение, какое было у нас до смены всех раскладок. То есть у нас предыдущая раскладка, я занимаю примерно 2/3 от HD, Дмитрий и Юрий занимают примерно 1/3 от HD. И здесь это отчетливо видно. Если я сейчас поставлю Юрию персональную раскладку, например, поставим ему вот такую раскладку, теперь я у Юрия на весь экран, то есть HD. И здесь мы видим, что мое разрешение, несмотря на то, что у нас раскладка осталась прежняя, все равно система поменяла мне разрешение на HD. То есть система осознала, что где-то я вывожусь на полный экран, в данном случае у Юрия, благодаря персональной раскладке. И таким образом система контролирует раскладки всех участников, в том числе и персональные раскладки, и записи, и трансляции, и прочее. Система мониторит, где какую позицию занимает тот или иной участник, в данном случае я — это лектор, и, соответственно, она запрашивает от него наибольшее разрешение из всех занимаемых им панелей, чтобы не оказалось так, что где-то я вывожусь у кого-то на весь экран, а разрешение от меня берется маленькое. Данный функционал позволяет максимально снизить нагрузку как на удаленные рабочие станции, так как кодировать видео приходится в небольших разрешениях, так и на канал связи. По той же причине разрешение и битрейт картинки значительно меньше. И весьма значительный эффект достигается также на стороне сервера. У него снижаются затраты на обработку входящих видеопотоков и обработку мозаик. Иными словами, приобретенное вами ранее оборудование сможет принять значительно больше подключений при том же уровне нагрузки на ресурсы сервера. Сейчас мы разобрали вариант, когда оптимизация включена на максимум. Но есть еще один вариант минимальной оптимизации. То есть
Если вы включаете функционал на полную мощность, вам нужно существенно понизить утилизацию ресурсов сервера и сети, то функционал будет отрабатывать по максимуму. Но если с ресурсами у вас все неплохо, но все-таки можно было бы уменьшить нагрузку на сервер и на сеть, и при этом вам нужно бескомпромиссное качество картинки, то можно включить режим минимальной оптимизации. В этом случае мы видим, что система принимает у каждого участника размер 2/3 от HD. То есть каждый участник уже заранее подготовлен к тому, чтобы стать лектором. Вот сейчас лектор я, Юрий и Дмитрий находятся на панели, и система каждому из них подготовила уже разрешение к тому, чтобы стать лектором. Этот сценарий предпочтительнее, если у вас в конференции происходит какое-то бурное обсуждение, все друг друга перебивают, происходит быстрая смена лектора. В этом случае все участники уже будут подготовлены заранее. Ну, то есть, либо вы выбираете режим тотальной экономии, тогда включаем на полную мощность, либо вы экономите ресурсов меньше, но при этом картинка у вас не зависит от факторов, способных не дать разрешению видеопотока вовремя сменить разрешение. Ну и вариант, когда эта настройка выключена, то есть сервер не посылает никаких запросов на изменение разрешения, и все подключаются с тем разрешением, которое они указали в настройках подключения Vinteo Desktop. Вот сейчас здесь это отчетливо видно, у всех стоит HD. Конечно, учитывая ограничения сети. И на этом все, что я хотел сегодня рассказать касаемо нового функционала сервера ВКС Vinteo. Моим коллегам огромное спасибо, что помогли сегодня описать наглядно, как работает новый функционал. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там мы публикуем много всего интересного. Спасибо за внимание и оставайтесь на связи вместе с Vinteo.